Ролик создан при поддержке моего телеграм-канала, ссылку на него ты найдешь в описании. Итами, 30-летний Атаку, всегда ставит свое хобби на первое место и никогда серьезно не относился к своей работе. По пути на съезд аниме и манги в Гинзе, в Токио появляются гигантские ворота. Когда он ударяется об столб, он видит фантастический мир. Из ворот вылетает дракон, а за ним следует целый легион солдат, которые одеты в римские доспехи, и они начинают терроризировать город. Один из солдат бросается на полицейского, Итами бросается в бой, повалив его на землю и убив его собственным кинжалом. Несмотря на то, что он одет в шорты и футболку, он пытается заставить полицию эвакуировать горожан. После звонка начальства они начинают выполнять его приказы. Оказывается, Итами является резервистом GSDF и был повышен до старшего лейтенанта за свои героические усилия в Гинзе. Он не в восторге от своего нового положения. В конце концов, он пропустил съезд, и теперь у него намного больше ответственности, чем он когда-либо хотел. Ведь он взялся за эту работу только для оплаты своего хобби, жизнь Атаку, которая является единственным смыслом жизни для него. Премьер-министр Японии объявляет, что они отправляют подразделение GSDF через ворота при полной поддержке президента США. После 3 месяцев подготовки и разведки, новый премьер-министр Японии заявляет, что GSDF теперь готовы развернуть специальную оперативную группу. Итами стоит среди рядов, готовый узнать, что скрывается за таинственными вратами, которые они называют особым регионом. В имперской столице Сенат просит императора Молта отреагировать на нападение. Их армия, встретившая GSDF в холмах Альнуса, где расположены ворота, была полностью уничтожена. Император отправляет гонцов сплотить соседние государства, но когда они отвечают на призыв к оружию, Дюран-полководец становится подозрительным, ведь имперских сил нигде не видно. Они планируют свою атаку на следующее утро, но имперская армия все еще отсутствует. Дюран ведет свои войска на поле боя только для того, чтобы найти последствия кровавой бани. Их первое наступление приводит к гибели примерно 10 тысячам людей, второе уже 40 тысяч. Они никогда не видели современного оружия и совершенно бессильны против GSDF. Дюран планирует атаковать ночью, но безрезультатно. Противник сигнализирует сигнальными ракетами и ружьями о сокращении своих сил, щиты не ровня пулям. Общее число погибших превышает 100 тысяч, и планы императора по нейтрализации армии окружающей территории не увенчалось успехом. У них больше нет сил защищать имперскую столицу. Он приказывает уничтожить ближайшие города и деревни, чтобы перекрыть поставки продовольствия и создать зависимость от империи. Его дочь требует знать, что он собирается делать с захватчиками, поэтому он говорит ей взять ее Орден Роз. Но его дочь просто принцесса, играющая в рыцарей в его глазах, чтобы разведать и оценить ситуацию. Президент США решает сидеть сложа руки и ждать, пока операция Японии провалится. Итами назначается главным во главе 3-го разведывательного отряда, который должен обследовать местность и установить контакт с местными жителями. Команда видит дым вдалеке. Источник дыма — это огромный огненный дракон. Есть одна проблема. Их разведка подсказывает им, что посреди огня должен быть город. Поиски выживших кажутся бесполезными, поскольку все превратилось в пепел. Когда они решают сообщить об этом, Итами обнаруживает кого-то без сознания на дне колодца. Нырнув за ней, он извлекает единственного выжившего эльфа. Они решают взять ее с собой обратно в Коду, деревню, через которую они прошли ранее. Когда горожане узнают о нападении дракона, они немедленно начинают собирать свои вещи и покидают свою деревню, включая молодого мага Лилей и ее учителя. Когда она видит GSDF, она идет исследовать странных людей. Ее спасли GSDF как раз перед тем, как испуганная лошадь чуть не затоптала ее. Группа бандитов планирует устроить засаду на жителей города. Когда они убегают по дороге, появляется девушка с гигантской алебардой, которая все время их косит и улыбается. Она представляется как Рори Меркьюри, апостол темного бога Эмроя. 3-й разведывательный отряд помогает сопровождать беженцев. Итами должен пойти на некоторые уступки, чтобы оставаться верным своей мирной миссии. Он начинает сжигать телегу со сломанной осью, которая преграждала им путь. Прежде чем они успевают продолжить свое путешествие, они замечают на горизонте несколько ворон. Это Рори, готическая лолита, которую Итами видел в своем видении. Дети относятся к ней как к ораклу и бросаются ей навстречу. Проявляя особый интерес к Итами, она присоединяется к ним в их карете, настаивая на том, чтобы сесть к нему на колени, прежде чем они смогут продолжить свой путь. Появляется огненный дракон, который, как они видели, разрушает деревню, заставляя эльфа внезапно проснуться. Их патроны 50-го калибра бесполезны. Эльфийка замечает,
замечает это и делает жест на глаза. Итами сначала сбиты с толку, но потом понимает, что она хочет, чтобы они целились ему в глаза. Они готовят РПГ и... промах, пока Рори не вступает в бой, бросая свою алебарду в землю, создавая достаточно сильное воздействие, чтобы переместить дракона на путь РПГ. Он взрывается, в результате чего дракон и его левая рука отлетают. Беженцы благодарят JSDF, но они не могут принять их помощь и расходятся, в результате чего у них остались эльфийка, Лилея, Рори и несколько детей. Когда его спросили, что он будет делать, Итами решает вернуть их в Вальнус-Хилл в качестве беженцев, желая поступить гуманно. Эльфийка Тука просыпается от кошмара, в котором ее отец жертвует собой, чтобы спасти ее. Когда команда возвращается на базу, Пина и члены ее Ордена Роз, Гамильтон, Норма и Грей узнают от JSDF. Итами ругают за то, что он вернул беженцев на базу без каких-либо переговоров, но его быстро прощают из-за большого количества информации, которую они могут получить от жителей, и ему поручено заботиться о них. Лилей осваивает японский язык быстрее других, понимая важность умения общаться. В Китае президент Дун Дэнчжоу считает, что особый регион выиграл бы больше, если бы ворота появились в его стране. Хоть они и хотят сохранить дипломатию, он готов послать половину своих сил, если представится возможность. Находясь в Японии, премьер-министр спрашивает о жертвах среди гражданского населения в особом регионе. Пытаясь получить общественное одобрение, он объясняет, что это был монстр, и JSDF не были виноваты. Лели, Рори и Тука восхищаются внутренними ваннами и обсуждают мир за воротами. Стран больше, чем они думали, и Япония всего лишь одна из многих. Пина разговаривает с выжившим Дюраном, пережившим битву, и узнает, что резня произошла по приказу императора, который отправлял другие армии на смерть, в то время как силы империи просто стояли в стороне. Она решает посетить Альнус-Хилл со своими рыцарями, но она остановилась в Италике, в городе по пути. Тука до сих пор не верит, что ее отец погиб вместе с остальными, и просит дополнительные припасы и мужскую одежду. Она обеспокоена тем, что им, возможно, придется найти альтернативные способы отплатить JSDF за их гостеприимство, хотя ее беспокойство быстро исчезает, когда Лилей сообщает им о многочисленных трупах крылатых драконов на поле боя. Их весы влетают в копеечку, и JSDF они ни к чему. Итами и его команда отправляются в Италику, чтобы продолжить свою миссию и продать весы. Хотя поначалу они нервничают, они заверяют Туку, что она может доверять JSDF. В конце концов, они отбивались от дракона. Команда замечает вдалеке столб дыма, поднимающийся над городом Италика. Город находится в осаде выживших из армии союзников, отражающих нападение под командованием принцессы Пины. После битвы ей снится сон о детстве и о создании собственного рыцарского ордена, несмотря на то, что члены королевской семьи относились к этому как к шутке. Но теперь у нее наконец есть шанс доказать, что Орден Роз не бесполезен. Вдруг ее разбудили ведром воды. Третья разведывательная группа JSDF прибыла к воротам. Принцесса проводит им экскурсию по особняку, объясняя, что дворяне Италики погибли и оставили им на попечение своего единственного ребенка. Поэтому она приняла на себя бразды правления в качестве командира по защите города. Итами удивлен, что он понимает ее, лучше знакомясь с их языком. Они соглашаются помочь защитить город, и Пина приказывает третьему разведывательному отряду охранять сильно поврежденные южные ворота, в основном в качестве приманки, так как их всего 12. Рори задается вопросом, почему Итами вступает в союз с Империей. Он объясняет, что хочет защитить жителей Италии и показать принцессе, что они не враги и что есть альтернативы в войне. Это волнует Рори, наконец-то она может сходить с ума по врагу. Но вместо того, чтобы атаковать с юга, враг прорывается через восточные ворота, которые изо всех сил пытается защитить Пина и ее рыцари. Она не решается действовать, впервые увидев ужасы войны. Итами с нетерпением ждет, пока она отдаст приказ и вызовет подкрепление. Но что она собирается делать? И почему она до сих пор этого не сделала? Итами вызывает подкрепление, но наземные силы слишком медлительны. Поэтому вместо этого они присылают десантное подразделение на помощь бушующей битве в Италике. Нападающие убивают восточного командира Нормако Иглу. Принцесса Пина все еще не знает, что делать. Она продолжает замирать и не в силах противостоять атаке. Рори едва сдерживается и впадает в эйфорию. Лилей объясняет, что души павших солдат текут через нее, ведь она апостол Эмроя, и это своего рода для нее афродизиак. И она не может больше терпеть и мчится к битве у восточных ворот. А Итами и третий разведывательный отряд следуют за ней. Вертолеты 4-й боевой части вылетают в Италику, которые готовы напасть, когда взойдет солнце. Прибывает Рори и моментально вырубает самого крупного бандита, шокируя врага, когда появляется 4-й отряд и начинает отстреливать бандитов, которые пытаются бежать. С теми, кто остается, быстро разбирается Рори, и Курибаюки
Корибаяши. Четвертый отряд приказывает им очистить территорию, прежде чем использовать пулеметы Гатлинга, чтобы ослабить оставшиеся силы противника. Пина опасается, что JSDF воспользуется своей силой, чтобы воспользоваться их слабостью. Но во время переговоров их застало врасплох отсутствие требований. На обратном пути третий разведывательный отряд встречает бойцов Ордена Пины, но они не такие дружелюбные. Итами приказывает остальной части своего отряда бежать, пока его берут в плен. Третий разведывательный отряд охраняет город в ожидании спасения Итами. Пина ругает своих рыцарей, беспокоясь о последствиях нарушения нового договора, даже не через день после его подписания. Грей предлагает извиниться, так как они не могут сравниться с JSDF. Команда возвращается в город. Тука использует свою магию, чтобы нокаутировать охранников. В особняке Итами просыпается в окружении служанок, говорящих ему, что рыцари получили выговор, прося его пощадить графиню, к его удивлению. У черного хода появляется третий разведывательный отряд, и старшая горничная говорит своим относиться к ним с гостеприимством. Пина приказывает своим рыцарям исправить свою ошибку, даже если это означает отдать им свои тела. Итак, Бозес появляется в дверях и далеко не в рыцарских доспехах, а в ночном платье. Войдя, она видит, что все ладят и фотографируются. Злясь и чувствуя себя униженной, она дает Итами пощечину. Его вызывают обратно в Вальнус-Хилл для встречи с Сенатом Японии, и Пина просит отправиться с ними, чтобы посмотреть, что находится по ту сторону ворот. Итами приглашает Туку на переговоры с японским правительством вместе с Лелей, выступающей в качестве переводчика. Рори подслушивает и требует присоединиться к ним. Боза спрашивает Пину, готовы ли они начать войну из-за нарушения договора, но принцесса подавляет любые тревоги, аргументируя это тем, что они не взяли бы их с собой. Они до сих пор не понимают, почему японцы кажутся такими разумными, обращаясь с собственным народом и даже к беженцам с таким гостеприимством. На следующий день они уходят за ворота с переодетыми Пиной и Бозасом на всякий случай. Жители особого региона поражены огромным процессом, достигнутым Японией по сравнению с их собственной империей. Теперь они уверены, что у них нет шансов выиграть войну против их. Итами приветствует член разведывательного агентства общественной безопасности Камакада. Он, кажется, провел свое расследование, когда перебирает все достижения Итами. Похоже, большинство из них он получил по чистой случайности. Судя по всему, он рейнджер и спецназ, что сбивает с толку Корибаяши. Она отказывается верить Итами, ведь как он мог добиться таких похвал? Прежде чем отправиться в Сенат, им нужно купить одежду, чтобы влезть в нее, и они могли бы хорошо поесть, прежде чем давать показания. Когда они прибывают, Пина и Боза задерживаются, так как их вообще не должно быть там. Вместо этого они направляются на тайную встречу с Министерством иностранных дел. Во время слушаний в парламенте Итами допрашивает сенатор, который намерен выставить JSDF в плохом свете. Она винит третий разведывательный отряд в 150 жертвах среди гражданского населения во время атаки огненного дракона. Он занимает позицию и пожимает плечами, просто заявляя, что это был дракон, и у них не было огневой мощи, необходимой для борьбы с такой угрозой. Другой член парламента подтверждает его утверждение. После проведения испытания они пришли к выводу, что чешуя дракона была сравнима с вольфрамом. По сути, это был гигантский летающий танк, который дышал огнем. И не было ничего, кроме чуда, чтобы они смогли спасти всех. Двигаясь дальше, она вызывает Лилей к стенду, чтобы обсудить условия содержания беженцев JSDF, но не получает ответов, на которые надеялась. Даже Тука не может говорить о событиях нападения, так как она была в основном без сознания. Член парламента замечает Рори и думает, что она должно быть в трауре из-за ее черной одежды и черной вуали. Она ругает Рори и обвиняет их в том, что они не выполняют свою работу, так как жертв у JSDF не было. Но Рори заступается за Итами и его команду. Если никто не сражался с огненным драконом, то почему есть те, кто может рассказать об этом? Она немедленно приняла меры, чтобы спасти как можно больше мирных жителей, 450, если быть точным. Член парламента оскорблен снисходительностью Рори, думая, что она просто маленькая девочка, пока не вмешивается Итами и не обнаруживает, что ей на самом деле 961 год. Туки 165 лет, а Лилей всего 15. Лилей продолжает подробно рассказывать о различных расах особого региона. Эльфы не могут умереть от старости, а Рори на самом деле полубог, который становится полным божеством в свой 1000-й день рождения. Во время встречи по иностранным делам Пина и Бозас крайне сбиты с толку тем, насколько японцы готовы пойти на компромисс, вместо того, чтобы держать своих людей с целью получения выкупа. В знак доброй воли они вручают принцессе список из 6000 заключенных, которых они в настоящее время держат, и позволяют ей выбрать тех, кого она хочет освободить. Они используют автобус в качестве приманки и встречаются в метро, где их встречает Камакада. Несколько остановок спустя, полагая, что они успешно предотвратили подозреваемого крота в своей операции. Однако Рори неудобно находиться под землей, и она выходит на остановку раньше. Камакада придерживает
придерживается плана, как только объявляется, что пути впереди заблокированы. Со стороны улицы кто-то пытается украсть алебарду Рори, но он не может ее унести, и не может Камакада, которого сразу же отправили в больницу после попытки забрать алебарду. Им некуда идти, так как отель небезопасен. Итами решает привести всех в квартиру Рисы. Когда его спрашивают, кто она такая, никто не готов ответить. Риса его бывшая жена. Итами и Томита соглашаются, что дом его бывшей жены не совсем лучшее убежище, хотя они не могут никого исключать. Риса говорит Томите, что они с Итами все еще друзья, и их развод был взаимным, так что вражды между ними нет. На следующее утро, следуя своему девизу «Хобби перед работой», Итами решает, что пора веселиться. По крайней мере, они имеют преимущество в качестве прикрытия. Разделиться и оставаться в общественных местах должно быть самым безопасным вариантом. Итами решает отправиться в магазин манги. Пина и Боза спросят Томиту отвезти их в библиотеку, а Риса предлагает остальным девушкам ходить с ней по магазинам. Рори отказывается, потому что ей ничего не нужно, кроме официальной одежды, но ее самоконтроль не совсем под контролем. Тука, Лиле и Рори надевают новые наряды, чтобы не выделяться. Нихуя, малышечка, просто бомба. В библиотеке Пина и Боза поражены тем, сколько литературы в ней содержится, но у них на уме другой тип материала для чтения, а именно манга в жанре яой. Итами впервые за 20 лет сталкивается с министром обороны Таро Кано. Он был первый, кто познакомил Итами с мангой. Теперь ему нужен лейтенант для проведения секретных операций, а именно покупка манги, поскольку нельзя, чтобы видели, как министр покупает его сам. Он приказывает Итами придерживаться первоначальному плану и отвести гостей на место встречи. Группа снова собирается, Тука купила новый лук, Лилей книги и ноутбук, Рори новую одежду, а Пина и Бозес приобрели мангу в самом лучшем жанре – яой. Чего, блядь? Той ночью они направляются к горе Хаконе, чтобы остановиться в гостинице Санкай Рукаку. SFG держит курорт под наблюдением. Переодевшись, Рори замечает, что один из оперативников наблюдает за ними даже с расстояния 450 метров. После того, как женщины остаются одни в своих горячих источниках, они задаются вопросом об Итами и Рисе. Они знали друг друга с детства, и у Итами были средства, чтобы поддерживать ее, пока она продолжала свою карьеру мангаки. Действительно ли был брак по расчету? По крайней мере, так было с Итами. Как только он уехал в особый регион, она подала на развод. Между тем, SFG имеет дело с вооруженными злоумышленниками, нацеленными на жителей особого региона. Хотя они не совсем уверены, почему после разоблачения некоторых из них они кажутся американцами. Президент США звонит Матои, премьер-министру Японии, и это шантаж. У них и так достаточно скелетов в шкафу, чтобы мешать им. Премьер-министр говорит министру обороны, что его люди отступили, но он не согласен просто сдавать своих гостей. Если он уйдет в отставку, американцы потеряют свое влияние. Теперь дело Закана. Итами просыпается и обнаруживает, что Рори пьет в одиночестве. Судя по всему, она не может уснуть, ведь снаружи идет бой. И ей нужен Итами, чтобы разобраться с этим. Ей трудно сдерживаться, и Итами также трудно сдерживаться. Ей точно больше 15 лет. 8 лет строгача, 8 лет строгача, 8... Спасает звонок. Телефон Итами звонит и прерывает ухаживание Рори. Американцы подходят слишком близко к гостинице, и Рори уничтожает их. Однако они не единственные, несколько спецназовцев из разных стран попали под перекрестный огонь. Это война. Хорошо, что Рори непобедима. Времени мало, им нужно выбраться из гостиницы и освободить территорию. Итами собирает всех и говорит им взять любую вещь, пригодную для использования как оружие. Они находят фургон, но вместо того, чтобы убить одинокого агента, Лилей нокаутирует его магии. Все смотрят на Итами, чтобы узнать, что делать и почему они не могут остаться и сражаться. Но он сам понятия не имеет. Пина хочет знать, будут ли ее использовать в качестве политического заключенного. Ведь есть люди, которые знают, что Япония больше всего выиграет от мирных переговоров с особым регионом. Президент США в ярости от Грэма, который руководит операцией, ведь он потерял свою команду и не захватил цели. Остановившись в магазине, Риса придумывает план. Гости из особого региона посетят мемориал Гинзы не только для того, чтобы дать дань уважения, но и для того, чтобы общественность следила за ними после мероприятия. На следующий день появляются новости об отставке премьер-министра, и репортер пытается собрать общественное мнение, когда замечает большую толпу, собравшуюся возле мемориала Гинзы. Грэм наблюдает за районом с другим агентом, но они не единственные, кто преследует Итами. А еще слишком много людей, чтобы поддерживать какой-либо уровень секретности. Особенно после того, как репортер Шина замечает свою сестру Нанами Курибаяши, которая прерывает ее
трансляцию, чтобы показать, что их команду преследуют уже 2 дня. Появляется Камакада и противостоит Грэму, который, по-видимому, из ЦРУ. Он звонит президенту, который недоволен, узнав, что вся его команда арестована. Китайское правительство говорит своим людям отступать, а президент России впечатлен, как японцы справились с ситуацией. Вернувшись в особый регион, Пина полна решимости положить конец войне, увидев, насколько развита японская цивилизация по сравнению с империей. Она и Боза планируют уехать на следующий день с письмом, чтобы ускорить мирные переговоры. Таинственная фигура наблюдает за поселением беженцев, образовавшимся на холме Алнус. За последние 5 месяцев Пина, вернувшись в столицу, готовится начать мирные переговоры между японским послом и сенатом. Согласованное освобождение 15 заключенных после инцидента в Гинзе включает племянника лорда Цицерона, важная фигура, поддерживающая большинство сената, стремящегося к миру. Пина знакомит его с представителем Министерства иностранных дел Коджи Сугаварой, который привез подарки из Японии, в том числе катану, что показывает, насколько продвинута они как нация по сравнению с империей. Услышав, что Япония все еще находится в состоянии войны с империей, сенатор приходит в ярость, пока они раскрывают свой козырь – освобождение племянника. Итами, Рори и несколько членов отряда становятся свидетелями того, как Тука продолжает непрекращающие поиски мертвого отца и обсуждают, должны ли они сообщить новость о смерти ее отца или позволить ей сохранять последнюю надежду. Итами теперь наедине с Рори. Она размышляет о своей 960-летней жизни, думая, что это сделало ее намного черствой в подобных ситуациях. Она заказывает еще одну порцию пива, но Итами предупреждает ее, чтобы она не пила больше. Но она говорит, что уже слишком поздно, наклоняется и спрашивает, что он собирается с этим делать. Фигура из прошлого появляется в таверне, оказывается, она темный эльф. Она увидела Рори так близко с Итами, что обвиняет его в том, что он воспользовался ребенком. Рори подпрыгивает, теперь, когда ее ночь с Итами испорчена, он паникует и убегает. Она представляется как Яо Хадюши и, поворачиваясь, обнаруживает, что Рори тоже исчезла. Она говорит посетителям таверны, что ищет людей в зеленом, предлагая награду за их помощь. Гигантский кусок адамантия. Но как только она упомянула огненного дракона, никто не хочет принимать ее предложение. Той ночью ей снится кошмар о драконе, напавшем на ее деревню в лесу. Когда ее разбудили 2 истребителя, это только подтвердило ее подозрение, что JSDF единственные, кто способны помочь ей. Итами направляется в столицу, чтобы помочь в мирных переговорах. Старейшины темных эльфов доверили Яо быть своим эмиссаром, но есть одна проблема. Когда она находит зеленых человечков, никто из них не говорит на местном языке. После избиения нескольких головорезов, она находит магазин, продающий товары из Японии. Клерк отказывается продать ей красную книгу, использованную для перевода. 2 офицера в конечном итоге арестовывают ее за кражу денег у головорезов. Они привозят Лилей для перевода, и ее отпускают после того, как бандиты признаются, что давали ложные показания. Яо выглядит подавленно. Лилей предлагает обратиться за помощью к японцам от ее имени. Генерал Хазама объясняет, что поскольку Леса Шварца находится в королевстве Эльба за пределами владения империи, это может прервать мирные переговоры и спровоцировать новый конфликт. Лейтенант Акира Янагида замечает опустошение Яо и упоминает, что Итами может быть единственным достаточно сумасшедшим, чтобы ей помочь. Принцесса Пина и один из ее рыцарей, Гамильтон, ждут Итами и японского дипломата, доставляющие японские товары, в надежде привлечь на свою сторону больше дворян. Но это не все. К Итами обращается Пина, требуя знать, принес ли он партию Яоя, ведь Пина так полюбила этот жанр. Группа солдат замечает, как расстроена Яо, не соглашаясь с политическими причинами отказа помочь ей. Как и Янагида, они упоминают, что Итами, вероятно, ее лучший выбор. Пока Яо направляется в курятник на ночь, Итами возвращается в Вальнус-Хилл. Яойная работа принцесс предназначена не только для отдыха, но и для передачи газетных вырезок, подробно описывающие все героические подвиги Итами с момента прибытия в особый регион. Несмотря на то, что мир близок, 687 год империи только наполовину закончился, и незаметно для всех конец ролика уже на подходе. 8 лет, Страгача, 8 лет... Что?